Ноябрь 1918 года. В Западной Европе подходит к концу Первая мировая война. Но на территории бывшей Российской империи разгорелся новый конфликт – гражданская война, которая бушует от Центральной Европы до Тихого океана и унесет по оценкам от 10 до 17 миллионов жизней. Ленин, большевики и их новая Советская Республика борются за выживание против своих многочисленных врагов, получивших собирательное название «Белые». Большая надежда белых – их новый верховный правитель России – адмирал Александр Колчак. Он – герой войны, человек долга и дисциплины, верящий прежде всего в служение Родине. Миллионы людей надеются, что он сокрушит большевиков, отомстит за убитого царя и спасет Россию от хаоса и развала. Это история жизни адмирала Колчака, единственного верховного правителя России. Северный Ледовитый океан, 1900 год. Русское научное судно «Заря» плывет на восток, навстречу открытиям на окраинах Российской империи. Руководитель экспедиции – барон Эдуард Толь, знаменитый русский исследователь и геолог. Он намерен исследовать Северный Ледовитый океан и открыть землю Санникова, мифический остров, который, как считается, находится к северу от Новосибирских островов. Среди его экипажа 26-летний лейтенант флота Александр Васильевич Колчак. Колчак был блестящим морским курсантом, но служба на борту Петропавловска, одного из новейших российских линкоров, ему наскучила. Колчак испытывал страсть к научным открытиям и океанографии, а также жажду приключений. Когда барон Толь предложил ему присоединиться к его экспедиции, он ухватился за этот шанс. Начало XX века – это время напряженного имперского соперничества и научных исследований. Россия, находящаяся под самодержавным правлением императора Николая II, находится среди лидеров и пытается узнать больше о своих обширных северных территориях. Экспедиция Толля является частью этого процесса и окажется столь же драматичной, как и любая другая история в летописи полярных исследований. Толь был очень амбициозным лидером и экспертом-геологом, но мало что знал о море. Его судно «Заря» было в плохом состоянии и не годилось для длительного плавания во льдах. Тем не менее, в течение 2 лет экспедиция исследовала замерзшее побережье, льдины и острова арктического севера России. Однажды Толля чуть не утопил морж, а Колчака преследовали белые медведи. В мае 1902 года, раздосадованный неудачей в поисках земли Санникова, Толь принял крайне опасное решение. Поскольку «Заря» была заперта в морском льду, он отправился с 3 людьми на санях к острову Беннета. Через месяц «Заря» освободилась ото льда и отправилась за ними. Но, столкнувшись с непроходимыми льдами и исчерпав запасы угля, корабль был вынужден повернуть назад. Толь и его команда оказались в ловушке. Лейтенант Колчак проявил себя как ключевой член экспедиции и верный товарищ барона Толля. Он был убежден, что их руководитель не должен быть брошен. Вернувшись за 5600 километров по суше в Санкт-Петербург, Колчак помог организовать спасательную операцию. Его план казался безумным.
добраться до острова Беннета без корабля, используя только сани и небольшие лодки. Но за неимением лучших вариантов его предложение было одобрено. Колчак отложил собственную свадьбу, чтобы вернуться в Арктику и начать подготовку. 5 мая 1903 года спасательная экспедиция Колчака из 17 человек отправилась в путь через 1000 километров снега и опасного, подвижного пакового льда. Передвигаясь на собачьих упряжках и китовых лодках, они потратили 3 изнурительных месяца, чтобы достичь острова Беннета, где они не нашли никаких следов барона Толля. Только заброшенный лагерь, несколько научных наблюдений и записка. «Отправляемся сегодня на юг», — гласила записка. «Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы». Записка была датирована 26 октября. Прошло 9 месяцев. Никаких следов Толля и 3 его спутников так и не было найдено. Несмотря на неудачу, смелая спасательная операция Колчака принесла ему всенародную славу и высшую награду Императорского географического общества Константиновскую медаль. За это его прозвали «Колчак Полярный». Вернувшись в Якутск в январе 1904 года, Колчак узнал, что Япония напала на дальневосточную базу России в Порт-Артуре. Была объявлена война. Перед Колчаком открывалась возможность действовать и служить Родине. Он немедленно подал прошение о переводе на фронт. Но сначала он встретился со своей невестой Софьей Федоровной в Иркутске, чтобы сыграть отложенную свадьбу. Через 4 дня он уехал на Дальний Восток. Мир ожидал, что Россия, великая имперская держава, легко победит Японию, азиатскую выскочку, в соответствии с расовыми представлениями того времени. Но вместо этого война стала разочарованием и унижением для российской армии. Сокрушительные поражения на суше и на море привели к политическому кризису внутри страны. Лейтенант Колчак мало что мог сделать, чтобы изменить ход войны, находясь в Порт-Артуре вместе с Тихоокеанским флотом России. Тем не менее, он служил с отличием и мужеством. Будучи командиром небольшого, устаревшего миноносца, он занимался в основном постановкой мин в море. Одна из его мин принесла большой успех, потопив японский крейсер «Такасаго». Но однообразие обязанностей наскучило Колчаку, и его подкосило плохое самочувствие. В декабре 1904 года японцы подошли достаточно близко к Порт-Артуру, чтобы обстреливать русские военные корабли из своей сухопутной артиллерии. Корабль за кораблем Тихоокеанский флот России отправлялся на дно. Через несколько дней Порт-Артур капитулировал. Колчак оказался в числе 25 тысяч русских пленных, но как больной и раненый офицер через несколько месяцев был репатриирован и вернулся к жене в Санкт-Петербург. Война была деморализующей для России и лично для Колчака, хотя он и получил несколько медалей за лидерство и храбрость. – 1914. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево вызывает международный кризис. Австро-Венгрия обвиняет в этом преступлении Сербию
и планирует ответные действия. Это заставляет Николая II мобилизовать российскую армию для поддержки Сербии, славянского союзника. В ответ союзница Австрии Германия объявляет войну России. Вскоре все великие европейские империи оказываются в состоянии войны. Тем летом, когда русская армия оказалась на грани катастрофы в Восточной Пруссии, 39-летний капитан Колчак принял командование флотилией эсминцев Балтийского флота России. В предыдущем году в официальном рапорте он был охарактеризован как выдающийся офицер во всех отношениях, характера твердого, весьма дисциплинирован, воспитания отличного. Колчак во всех отношениях был примерным царским офицером. Теперь на Балтике он и его флотилия должны были добиться заметного успеха, несмотря на подавляющее превосходство германского флота. И снова излюбленной тактикой русских стала постановка мин. В первые дни конфликта только флотилия Колчака поставила 6000 мин в Финском заливе. Эти операции эффективно защищали российскую столицу от нападения с моря. Впоследствии Колчак руководил рядом смелых ночных операций по постановке мин на подходах к портам противника, включая Мемель, Данциг и Киль. Смелое руководство Колчака принесло ему новые медали и встречу с самим императором Николаем. В 1916 году Колчак был повышен в звании, став самым молодым вице-адмиралом в русском флоте с новой ролью главнокомандующего Черноморским флотом. Он прибыл в свою новую штаб-квартиру в Севастополе в Крыму в июле. Его сопровождала жена София и их 6-летний сын. К этому времени супруги потеряли 2 детей в младенчестве. В Черном море Колчак столкнулся со старым противником России – Османской империей и Болгарией. Колчак быстро перешел к агрессивной стратегии, ставя мины у берегов противника и оказывая военно-морскую поддержку российским операциям в районе Кавказа. Он очень надеялся начать операцию по захвату пролива Босфор, что стало бы решающим ударом по османам и открыло бы морской путь к западным союзникам России. Для выполнения этой задачи была создана первая в России дивизия морской пехоты под командованием Колчака. Но операция так и не состоялась. Она так и осталась мечтой, за пределами возможностей России. Тем не менее, успех Колчака на Черном море помог ему стать еще более известным, прославленным героем войны в то время, когда русские отчаянно нуждались в хороших новостях. Ведь со всех сторон доносились новости о поражениях, хаосе и беспорядках. Март 1917 года. На улицах столицы России, переименованной в Петроград, начались протесты против цен на продовольствие и огромных жертв войны. Это было начало революции. Весть об этом за несколько дней дошла до Черноморского флота, находившегося в 1600 километрах к югу в Крыму. Адмирал Колчак, решив предотвратить любые волнения на флоте, издал прокламацию: «Приказываю всем чинам Черноморского флота и вверенных мне сухопутных войск продолжать твердо и непоколебимо выполнять свой долг перед государем-императором и Родиной». На следующий день Николай II
отрекся от престола. Для Колчака это был ошеломляющий удар. Долг, дисциплина, верность государю и родине – вот все, что он знал. И он предвидел, что впереди будет настоящий хаос. Напротив, большинство его матросов с радостью восприняли новость о революции в Петрограде. Их жизнь была связана с мрачными условиями и жестокой дисциплиной. Наконец-то появился шанс свергнуть этот ненавистный режим. В Севастополе матросы избрали свой совет и сформировали собственные комитеты. Первоначальные требования включали переименование всех кораблей, носивших имперские имена. Дисциплина и уважение к власти начали рушиться. Колчак поддерживал высокий темп военных операций, чтобы занять своих людей. Но в частном порядке говорил о том, что ему грозит позор бессмысленного мятежа в военное время. В течение 3 месяцев он удерживал флот, проявляя твердость в руководстве и осторожно идя на компромисс с матросами. Но среди моряков вовсю работали большевистские агитаторы. Они требовали немедленного прекращения капиталистической войны и отстранения от командования царских офицеров, подобных Колчаку. В июне экипаж его собственного флагманского корабля «Георгий Победоносец» выступил против адмирала. Они потребовали, чтобы все офицеры были лишены оружия и шпаг. Чтобы избежать кровопролития, Колчак согласился. Но вместо того, чтобы отдать свою собственную церемониальную шпагу, он бросил ее в море. «Японцы – наши враги, и те оставили мне оружие», – сказал он своим людям. «Не достанется оно и вам». Через несколько дней Колчак сложил с себя командование и уехал в Петроград. Его жена и сын остались в Крыму. Больше он их не увидит. Колчак и раньше публично осуждал реформы нового Временного правительства России, которые, по его мнению, разрушали армию. Теперь история о его неповиновении перед лицом мятежа стала достоянием всей России. Репутация Колчака среди русских консерваторов была на высоте. Многие даже задумывались, не станет ли он тем самым военным диктатором, который нужен стране для восстановления законности и порядка. Такие разговоры встревожили Временное правительство России. Военный министр Александр Керенский, вероятно, даже рассматривал Колчака как потенциального соперника. Поэтому он встретился с Колчаком и сообщил ему, что тот отправляется за границу в составе военной миссии к западным союзникам. На самом деле это было то, что сам Колчак назвал формой политической ссылки. Летом того же года Колчак отправился через Норвегию в Великобританию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Он встретился с президентом Вильсоном и высокопоставленными военно-морскими офицерами США. Но планам реального военного сотрудничества между Россией и союзниками явно не суждено было сбыться. В Сан-Франциско Колчак принял приглашение вернуться в Россию, чтобы заняться политикой в качестве кандидата от кадетов, последней несоциалистической политической партии России. Но в Японии, по пути домой, он получил шокирующее известие. В России произошла Вторая революция. Большевики захватили власть. Теперь во главе страны стоял Ленин.
Колчак был потрясен Октябрьской революцией 1917 года. Он презирал Ленина и большевиков, которые вскоре переименовали себя в Российскую коммунистическую партию. Главной причиной его враждебности был план Ленина по немедленному заключению мира с Германией. Как и многие царские офицеры, Колчак считал обязательства России перед ее союзниками по Первой мировой войне священными. Переговоры Ленина с немцами были и бесчестными, и изменническими. Дальнейшие действия Колчака были ясны. Как адмирал русского флота, я считал для себя сохраняющими всю силу наше союзное обязательство в отношении Германии. Единственная форма, в которой я мог продолжать свое служение Родине, оказавшейся в руках германских агентов и предателей, было участие в войне с Германией на стороне наших союзников. Колчак предложил свои услуги англичанам. Сначала они планировали отправить его в Месопотамию, но вскоре предложили ему гораздо более значительную роль. В то время как на Западном фронте Первой мировой войны все еще шли бои, союзники отчаянно пытались заставить Россию присоединиться к борьбе с Германией. Под этим подразумевалось отстранение от власти Ленина и большевиков, которые в июле того же года добавили к своим преступлениям расстрел императора Николая II и всей его семьи в Екатеринбурге. Поэтому, когда гражданская война охватила Россию, союзники поддержали антибольшевистские силы, так называемых «белых», против большевиков «красных». Британцы выдвинули кандидатуру адмирала Колчака как человека, который мог бы объединить и возглавить белые силы на Дальнем Востоке, и это предложение получило широкую поддержку. В сентябре 1918 года Колчак прибыл во Владивосток. Здесь он узнал, что в Уфе недавно состоялась встреча антибольшевистских групп, на которой было создано Временное всероссийское правительство. По сути, это было продолжение Временного правительства, уничтоженного большевиками. По этой причине оно не нашло поддержки у Колчака и других консерваторов, которые обвиняли Временное правительство в том, что оно изначально привело Россию к хаосу. В том же месяце наступление большевистских войск Красной армии вынудило Временное правительство оставить Уфу и перебраться в Омск. Колчак преодолел 4600 километров на поезде, чтобы присоединиться к нему. 5 ноября 1918 года, после долгих обсуждений, он согласился стать военным и морским министром Временного правительства. Через 2 дня Колчак сформировал генеральный штаб и отправился на фронт для оценки ситуации. Военная ситуация в России была невероятно сложной. Белые войска были разбросаны по окраинам страны. Генерал Болдырев командовал 180 тысячами войсками Временного правительства на Омском фронте. Добровольческая армия генерала Деникина на юге России насчитывала около 50 тысяч человек. Временное правительство Северной области, небольшой белый анклав, имело всего 6 тысяч солдат. Их поддерживали союзные контингенты разной численности, выполнявшие в основном вспомогательные и инструкторские функции. Самым важным вкладом союзников была отправка оружия, боеприпасов и припасов через морские порты России. На Омском фронте действовал Чехословацкий корпус численностью около 50 тысяч человек. История корпуса была необычной.
Это подразделение, состоявшее в основном из чешских добровольцев, сражалось вместе с русскими на Восточном фронте против немцев. Когда большевики пришли к власти и заключили мир с Германией, корпус получил разрешение отправиться по железной дороге во Владивосток, а затем морем добраться до Франции, чтобы присоединиться к союзникам. Но большевики передумали и попытались разоружить чехов, которые оказали сопротивление. Теперь корпус оказался в России, удерживая ключевые пункты вдоль Транссибирской магистрали, важнейшего маршрута перевозок и снабжения с востока на запад. Еще больше усложняло картину то, что гражданская война в России шла параллельно с несколькими национальными конфликтами и борьбой за независимость в Польше, Украине, Литве и других странах. Белые силы в России, разрозненные, разобщенные как географически, так и зачастую политически, противостояли гигантским ресурсам большевистского российского государства Ленина, контролировавшего крупнейшие города, промышленные центры и транспортные узлы России и имевшего под своим командованием около 800 тысяч солдат. Это была пугающая перспектива. Сложная военная ситуация не способствовала ослаблению политической напряженности среди белых. С одной стороны, это были левые социалисты-революционеры, поддерживающие февральскую революцию. С другой – правые консерваторы, которые хотели восстановить монархию. Последним было не до социалистов и временных правительств. Они считали, что спасти Россию теперь может только сильный диктатор. 18 ноября они сделали свой ход. 300 казаков вошли в Омск и арестовали всех делегатов эсеров, которых смогли найти. Временное правительство было упразднено его собственным исполнительным органом Советом министров. Затем было решено избрать нового верховного правителя России, который должен был обладать абсолютной диктаторской властью. Человеком, которого они выбрали, стал адмирал Александр Колчак, лидер с блестящим военным послужным списком, пользующийся всеобщим уважением, имеющий тесные контакты с западными союзниками. Прежде всего, он был человеком, разделявшим их мнение, что только возвращение к закону и порядку может спасти Россию от хаоса. Сам Колчак не стремился занять пост верховного правителя, считая, что для этого лучше подходят другие. Но долг звал. И он должен был ответить. Друзья, YouTube пытаются заблокировать в России. Чтобы не потерять нас, подписывайтесь на наш Telegram-канал. В нем каждый день выходят интересные посты по истории, а также там мы будем оповещать вас о том, как и где вы можете посмотреть наши видео. Друзья, давайте оставаться на связи. В ноябре 1918 года в результате переворота, совершенного белыми в Омске, к власти пришел Александр Колчак, ставший верховным правителем России. 44-летний адмирал теперь обладал властью, равной императорской, и имел абсолютное право вето на любые новые законы. Несмотря на внезапное возвышение, Колчак не стал окружать себя роскошью и не переехал во дворец. Он продолжал снимать городской дом в Омске и тщательно следил за своими расходами. В Омске с ним жила его преданная любовница Анна Тимирева, которая также работала его переводчицей. Его жена и сын, которых он не видел больше года, все еще находились в Крыму. Вскоре они должны были отправиться в Париж, где многие белые русские жили в качестве беженцев. Став верховным правителем, Колчак столкнулся с серьезными вызовами. И вскоре стало ясно, что он не был ни прирожденным, ни искушенным политиком. Его методы были жестокими и суровыми,
предложения короткими и точными. Если ему не удавалось добиться своего, он расстраивался и злился. Он строго придерживался своего собственного представления о чести, как для себя, так и для Родины. Однако он был чрезвычайно трудолюбив, хорошо воспитан и мог быть по-человечески добрым и щедрым. Первоочередной задачей Колчака было признание его положения как верховного правителя русским народом, армией и другими белыми лидерами. Что не менее важно, ему требовалось признание союзников, прежде всего Великобритании, Франции и США. На предыдущей неделе, 11 ноября, перемирие фактически положило конец Первой мировой войне. И хотя боевые действия продолжались во многих частях Европы, союзники теперь могли направить гораздо больше ресурсов на поддержку белых. Однако союзники больше не нуждались в том, чтобы Россия участвовала в Первой мировой войне. Теперь их больше интересовала смена режима. Замена большевиков на кого-то менее враждебного и более надежного. Поэтому поначалу союзники были встревожены неожиданным переворотом, который привел к власти Колчака. В своем первом заявлении он сразу же постарался успокоить их. «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает». Действительно ли Колчак хотел демократии в России, так никогда и не будет выяснено. В контролируемых белыми районах России реакция на нового верховного правителя была в целом положительной. Консерваторы приветствовали появление сильного лидера после столь сильного хаоса. Но реакция не заставила себя ждать. Левые группы, которых переворот оттеснил от власти, эсеры и меньшевики, не сдались. Они созвали собственное учредительное собрание в Екатеринбурге, где всего за 4 месяца до этого большевиками был убит Николай II и его семья. Это собрание отказалось признать новое правительство Колчака и призвало к сопротивлению. В ответ верховный правитель приказал местным чехословацким войскам арестовать всех его членов. Многие из них были позже убиты во время восстания в Омске, в ходе которого погибло несколько сотен эсеров. Колчак показал, что не боится применять свои диктаторские полномочия, и такие твердые действия способствовали укреплению его положения. С другой стороны, эсеры, его союзники в борьбе с красными еще несколько недель назад, теперь стали его злейшими врагами. Они обвиняли Колчака в желании сделать себя императором, что, по их мнению, делало его еще большей угрозой, чем большевики. В других местах белые приняли власть Колчака. Генерал Юденич на северо-западе, Марушевский на севере и генерал Деникин, командовавший добровольческой армией на юге. Районы, находившиеся под непосредственным контролем Колчака, фактически находились под управлением военных властей. На местные советы нельзя было положиться, поскольку они поддерживали политику эсеров и большевиков, например, земельную реформу. Вместо этого белые запретили профсоюзы и вернули национализированные отрасли в частную собственность. Везде, где белые встречали сопротивление, они действовали безжалостно. Когда на Енисее вспыхнуло восстание, Колчак приказал уничтожить каждую деревню, оказавшую вооруженное сопротивление, сжечь дотла, расстрелять жителей, конфисковать все ценное. Предписывалось брать заложников, а если местные жители сотрудничали с партизанами-большевиками
их расстреливали. В процессе подавления восстания на Енисее белые войска казнили около 10 тысяч русских. Все это было прямым следствием приказов Колчака. Большевики были столь же беспощадны на контролируемой ими территории. Некоторые историки различают красный и белый террор во время гражданской войны. Красный террор был направлен сверху. Это была официальная политика массовых убийств по классовому признаку. Белый террор был реактивным, спонтанным и обычно осуществлялся местными командирами. Это мало что меняло для простых россиян, которые перенесли в этой войне неисчислимые страдания и погибли в невообразимых количествах. В экономическом плане у Колчака было одно преимущество перед большевиками. Он контролировал 2/3 золотого запаса императорской России, захваченного у большевиков и хранившегося теперь в Омске, всего 490 тонн. К концу 1918 года в России находилось несколько экспедиционных соединений союзников, призванных помочь белым. Важнее войск были оружие, боеприпасы и продовольствие, которые присылали союзники. Но эта поддержка была сопряжена с определенными трудностями. Колчак получил телеграмму о том, что союзники рассчитывают, что французский генерал Морис Жанен, находившийся во Владивостоке, возьмет на себя общее командование всеми союзными и русскими солдатами в Сибири. Колчак решительно отверг эту идею, заявив, что скорее предпочел бы отказаться от иностранной помощи, чем подчиниться такому предложению. В конце концов был достигнут компромисс. Генерал Жанен будет командовать только чехословацким корпусом и некоторыми другими небольшими контингентами союзников. Большая часть из них будет отведена для охраны линий снабжения и железных дорог. Некоторые историки считают, что уязвленная гордость Жанена впоследствии приведет к горьким последствиям для адмирала Колчака. Война с большевиками всегда была главной целью Колчака. Его мечта – взятие Москвы и Петрограда. От прошлого правительства ему достались планы крупного наступления на Вологду. Цель заключалась в том, чтобы прорваться к белым силам под Архангельском и получить доступ к союзной помощи, прибывающей через северные порты. Наступление началось 27 ноября. Екатеринбургская армия белых столкнулась с Третьей Красной армией, которой было приказано удерживать 400-километровый фронт, испытывая при этом острую нехватку топлива, продовольствия и теплой одежды. Наступление началось успешно. Красные вскоре отступили с большими потерями, а 24 декабря белые взяли город Пермь. Это была крупная победа войск Колчака. Они захватили 30 тысяч пленных, 120 артиллерийских орудий, 1000 пулеметов и 9 бронепоездов. Желая отомстить за это унизительное поражение, Красная армия в январе перешла в контрнаступление. Но после небольших успехов и огромных потерь с обеих сторон наступление зашло в тупик. Взятие Перми вселило в Колчака и его генералов надежду, и они задумали новое крупномасштабное наступление на весну 1919 года. Их амбициозный план состоял в том, чтобы наступать в направлении Вятки и Саратова, прорвать слишком растянутый центр Красной армии и охватить Москву с севера, востока и юга. Наступление началось в марте, и вскоре белые войска стремительно продвигались к Волге.
К концу апреля они продвинулись примерно на 300 километров, захватив территорию, богатую промышленными и сельскохозяйственными ресурсами, и вышли на подступы к Казани, Симбирску и Самаре. Французский премьер-министр Жорж Клемансо и британский военный министр Уинстон Черчилль были в числе тех, кто прислал Колчаку поздравления. Для белых Москва наконец-то стала досягаемой. А с учетом военного успеха и новой международной поддержки, правительство Колчака выглядело как никогда сильным. Дни большевиков, казалось, были сочтены. Ленин и большевики были глубоко встревожены успехом Колчака. Были приняты чрезвычайные меры, которые вскоре должны были позволить им дать отпор. Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий обеспечил удвоение численности Красной армии всего за год. Теперь она насчитывала 1,5 миллиона солдат и опиралась на все ресурсы государства, собранные в рамках новой политики военного коммунизма. В апреле Ленин объявил Колчака врагом номер 1 Советской Республики. Лозунг «Все на Колчака» стал новым лозунгом большевиков. Восточный фронт Красной армии получил 2 новых блестящих командиров – генерала Михаила Тухачевского и комиссара Михаила Фрунзе. В апреле 1919 года они перешли в контрнаступление с 80-тысячной армией. Белые войска вскоре начали стремительно отступать. 9 июня пала Уфа, важнейший опорный пункт белых. В разгар этого кризиса Колчак получил шанс на спасение. Предложение военной поддержки, которая могла бы переломить ситуацию против красных. Финляндия, более века находившаяся под властью России, после революции большевиков объявила о своей независимости. Регент Финляндии Карл Густав Маннергейм предложил атаковать Петроград 100-тысячной армией. В обмен он хотел, чтобы Колчак признал независимость Финляндии. Колчак категорически отказался. Даже в этот отчаянный час он не согласился бы на расчленение исторической Российской империи. К августу Красная армия форсировала реку Тобол. Но у Колчака был план. Он пожертвовал территорией, чтобы получить время для передышки и перегруппировки войск. Как верховный главнокомандующий, Колчак регулярно посещал фронтовые части, чтобы ознакомиться с обстановкой и поговорить с бойцами. Он привозил дополнительные пайки кофе, сахара и табака, чтобы поднять боевой дух. Он всегда говорил о долге и родине. Но небольшие подарки и слова не могли компенсировать все более тяжелое положение его войск. Им отчаянно не хватало снабжения, включая транспорт, топливо, одежду и оружие. Кризис, отчасти вызванный массовой коррупцией и воровством в тылу. Возвращение дисциплины царских времен, включавшей порку и избиение солдат, вызвало еще большее недовольство. Участились случаи дезертирства, особенно среди новых призывников из числа крестьян, у которых не было причин любить белых. При личном общении Колчак все больше терял самообладание и не мог контролировать свой нрав. Он выглядел заметно изможденным, а к 44 годам его волосы совсем поседели. Ходившие слухи о морфиновой зависимости были, скорее всего, злонамеренными сплетнями, но верховный правитель стал неуравновешенным и раздражительным.
В августе того же года Колчак с головой ушел в планирование контрнаступления, которое должно было поддержать наступление генерала Деникина на Москву. На его исход возлагались большие надежды. Атака началась 1 сентября. Первоначальные результаты были отличными. Войска Колчака разгромили Третью Красную армию, взяли тысячи пленных, продвинулись более чем на 160 километров и отбросили красных за Тобол. Но намеченные Колчаком крупные окружения, которые должны были уничтожить силы красных на Восточном фронте, не осуществились из-за нехватки кавалерии. У реки Тобол красным удалось закрепиться и восстановить линию обороны. Войска Колчака, измотанные наступлением и ослабленные собственными потерями, не могли идти вперед. Октябрь 1919 года. На Восточном фронте гражданской войны земля содрогалась от взрывов. Красная армия начала очередное крупное наступление. Белые упорно сопротивлялись. Но когда красные создали плацдармы на Тоболе, было принято решение о начале стратегического отступления. Наступление генерала Деникина на Москву также встретило ожесточенный отпор. Красные наступали повсюду. Омск, столица Колчака, оказалась под угрозой. Колчак собирался удерживать ее до последнего человека. «Если мы потеряем Омск, мы потеряем все», — объявил он. Но скорость наступления красных не давала времени на организацию полноценной обороны. Город был спешно эвакуирован 10 ноября. Золотые запасы России были погружены на поезд Красного Креста и вывезены в безопасное место. Колчак отклонил предложение французского генерала Жанена взять их под международную защиту. «Я вам не верю», — сказал ему Колчак. «Золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам». Эти слова показали, как сильно ослабло доверие между ним и генералом Жаненом. Колчак надеялся создать новую оборонительную линию вдоль реки Обь в 600 километрах к востоку от Омска. Но к декабрю и эта линия оказалась прорвана. Разлад в отношениях с чехословацким корпусом стал последней каплей. Под контролем чехословаков находилась Транссибирская магистраль, важнейшая артерия для переброски войск и грузов. Теперь офицеры корпуса решили, что эвакуация их собственных людей будет приоритетнее перемещения войск и снабжения Колчака. Сам Колчак ехал на восток в поезде верховного правителя, сопровождаемый золотым запасом. Его пунктом назначения был Иркутск, где он планировал организовать свою новую штаб-квартиру. Вокруг него царил хаос. Белые войска массово отступали. Власть правительства рухнула. Быстро распространялась эпидемия тифа. Значительные территории контролировались большевистскими партизанами или бандитами. Надвигался голод. 25 декабря в Нижнеудинске, в 450 километрах от Иркутска, поезд Колчака был остановлен чехословацкими войсками, выполнявшими приказ генерала Жанена. В условиях хаоса, охватившего Сибирь, он простоял 2 недели, не имея связи. Пока он ждал, большевики и эсеры подняли восстание в Иркутске и взяли город под свой контроль. Теперь даже маршрут отступления для Колчака был закрыт. Колчак оказался в полной изоляции. Военная катастрофа сметала его силы. Союзники потеряли терпение из-за его нежелания идти на компромисс.
Его авторитет был разрушен. 4 января 1920 года по настоянию собственного Совета министров Колчак издал свой последний указ в качестве верховного правителя, обещал уйти в отставку в пользу генерала Деникина. Имея врагов со всех сторон, Колчак планировал бежать на юг в Монголию с 60 офицерами и 500 солдатами, оставшимися под его командованием. Он объявил, что не станет никого принуждать к участию в этом деле. Он примет только добровольцев. На рассвете следующего дня из 500 солдат осталось только 10. Колчак понял, что дело проиграно, и по совету своих офицеров перешел под защиту Чехословацкого корпуса. «10 января 1920 года поезд Колчака наконец-то отправился в Иркутск под охраной чехословаков. «Продадут меня эти союзнички», — предсказал Колчак одному из своих генералов. Конечно, по прибытии в Иркутск через 5 дней Колчак был передан новому городскому совету эсеров. Чехословаки утверждали, что у них не было выбора. Это был единственный способ обеспечить свою безопасность при эвакуации из страны. Но некоторые российские историки позже утверждали, что это было сделано для того, чтобы скрыть кражу золотого запаса России, который перевозился вместе с Колчаком. Это почти наверняка миф, хотя легенды о пропавшем золоте Колчака ходят и по сей день. Допрос адмирала Колчака начался 21 января 1920 года. Он охотно отвечал на вопросы, не выдавал своих подчиненных и брал на себя всю ответственность за действия своего правительства. Но большевики уже взяли под контроль Иркутск, и он понимал, что его перспективы не очень хороши. В конце концов, он сам приказывал своим солдатам расстреливать пленных коммунистов. Гражданская война по необходимости должна быть беспощадной. Командирам я приказываю расстреливать всех захваченных коммунистов. Но вдруг появилась надежда на спасение. Несколько тысяч верных адмиралу войск начали отчаянное наступление на Иркутск, стремясь освободить Колчака и других белых офицеров, удерживаемых там. С боями они подошли к городу на расстояние 8 километров, но их было очень мало, и они не обладали достаточным количеством оружия. Это была отважная, но обреченная на провал попытка спасения, и судьба Колчака была предрешена. Ранним утром 7 февраля по приказу Иркутского военно-революционного комитета большевиков адмирал Колчак и последний премьер-министр его правительства Виктор Пепеляев были выведены из камер на берег реки Ангары. Был отдан приказ: взвод по врагам революции пли! Оба тела были выброшены в прорубь, и больше их не видели. С казнью адмирала Колчака закончилась последняя надежда белых на единое национальное лидерство. В 1920 году они терпели поражение на всех фронтах. Западные союзники эвакуировали свои оставшиеся войска из России. И хотя бои в уголках новой советской державы продолжались еще 3 года, окончательная победа Ленина и большевиков уже не вызывала сомнений. Это далось страшной ценой. Гражданская война в России стала одним из самых смертоносных конфликтов в истории. По оценкам, погибло 750 тысяч военных, 75 тысяч казненных,
5 миллионов мирных жителей умерли от голода и 3 миллиона от эпидемии тифа. Карьера адмирала Колчака, единственного верховного правителя России, более года являвшегося ключевой фигурой в противостоянии с большевизмом, завершилась полным провалом. Он столкнулся с необычайными трудностями и показал себя лидером, преданным долгу, дисциплине и собственному имперскому видению своей родины. Он был искусным флотоводцем и харизматичным командующим. Но при этом он был жестким и непреклонным, неспособным идти на компромисс или создавать союзы, необходимые для достижения успеха. При советской власти имя адмирала Колчака было опозорено. Враг народа, тиран по примеру императоров, предатель, о могиле которого ничего не известно. Сегодня на предполагаемом месте его казни стоит крест, а в Иркутске установлен памятник. Для некоторых россиян Колчак остается романтической, трагической фигурой. Он сражался за былую империю и до конца оставался верен своему делу. А для других он воплощает образ безжалостного диктатора, чьи решения стали причиной многих смертей. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Симкову.